Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Батталова. И сегодня пятница, первый день, дети пошли в садик. Ну, а я поехала покупить что-нибудь себе на завтрак. Хочу найти творог. Давайте посмотрим, есть ли вообще в Селивке творог. Сегодня 11 октября, 21 градус на улице. Вот вышла как бы в футболочке нормально. Уже становится прохладно. В принципе, небо голубое. Не затянуто, но все же, наверное, уже электровелосипеды надо заносить вовнутрь, чтобы, не дай бог, ночью там дождь, и чтобы не залил аккумулятор наш. Ну, а я хочу сначала в Carrefour поехать, потом в Мигрос, если он открыт. Carrefour с 8 открывается. Остальные магазинчики сетевые здесь с 8:30 работают. Уже ездить на велосипеде прохладно, друзья. Хочется накинуть что-то сверху. И почему я ищу творог, хочу сделать один рецепт. Низкокалорийный, говорят, что очень такой питательный. До обеда есть не хочется, но низкокалорийный. Ну а, друзья, кто на канале впервые, у меня есть еще один канал. Можете найти в описании. Канал... Кулинарный канал, простые рецепты. Вот. По ссылке можете проходить, вместе со мной готовить. Еще есть канал, конечно, сильнейшая мотивация. Кому нужна мотивация, тоже проходите. Кто на канале впервые, рассказываю, мы живем в городе Селивке. В этом городе мы живем 9 месяцев. До этого жили 1,5 года в Газипаше. Сюда приехали по работе. Муж работает на электростанции. Ну, а я работаю на Ютубе и в Атоме. Приехала в Carrefour. Веду блог кулинарный и не только. Carrefour, кстати, с 8. А что, время еще не подошло? Похоже, нет. Ну ладно, поболтаем, постоим. Сходим лучше в Мигрос. Сейчас посмотрим еще, чем стоять время терять. Мигрос через дорогу. А вот, похоже, Мигрос работает. Потому что вижу, что кто-то там ходит. Или нет еще. Может быть, работники. Мигрос начинает работать с 9. Но, значит, обратно идем в Carrefour. Carrefour с 8, в принципе. Ну, в принципе, вот так вот я и работаю, снимаю вам свою жизнь, семейную, и не только бытовые моменты в Турции. С этой стороны, оказывается, открыли, смотрите. Но в Carrefour навряд ли есть творог. Говорят, все, открылись. Что-то у них просто с дверью, похоже, проблема какая-то. В общем, у них бывает творог, но вот он такой вот какой-то сухой. Сейчас покажу. Вот. А мне нужен был, конечно, зернистый творог, но, возможно, я возьму вот это и йогурт. Несколько раз хватит. Ну, как творог получится. Вот, как называется. Лор пенери. Ну, это как будто бы сыр у них пишут, но это сухой творог, по сути. Цены нет что-то. Короче, ладно, поехала. Вот эту взяла. Сейчас буду завтрак готовить. Еще йогурт. Забыла йогурт взять. Так, вот смотрите. Йогурт 57. Натуральный йогурт написано. 57 лир. Это сколько это? 1,5, что ли? Вот есть побольше. 2,5, 79 лир. Но здесь написано 1,5. Carrefour. Ну да, это он и есть. Да, вот смотрите, 1,5. В общем, Carrefour выручает, когда вот так вот магазины закрыты. А с утра что-то приспичило купить. Ну, а я на канал хочу заснять этот рецепт, поэтому мне некуда деваться. Ну что, все, купила вот этот творог. Стоит он 50 с чем-то. И купила йогурт. Вместе получилось 107 лир.
Что хочу сказать, сейчас мне еще нужно взять, заехать в зелень и поеду домой. Вот, обычно бывает такое, по утрам снимаю видео, вечером снимаю, утром я всегда отекшая. Вот, и мне тут на днях написали, ну, когда я смеюсь, у меня морщины появляются прям очень хорошо. Мне тут на днях написали, что я недавно была обколота ботоксом, вот, и типа несуразно снимать косметику на своем лице. Ну, Atomy это не только косметика, типа несуразно рекламировать косметику на лице, типа вашем. Вот, Atomy это не только косметика, то есть я не косметику рекламирую, я интернет-магазин рекламирую. Точнее, я его советую, потому что многие продукты там дешевле. Даже вот сейчас звонила, то есть писала вот подруга, говорит, что вот она хотела себе гидрофильное масло заказать в Фаберлике здесь, вот, ну, то есть тоже можно как бы купить Фаберлик, но подороже, чем в России. И она говорит, что вдвое дешевле в Atomy нашла гидрофильное масло из Кореи, из Южной Кореи, а там еще есть и БАДы. В общем, те, кто смотрит мой канал не впервые, знают, что я показываю, как я и БАДы принимаю, и заказываю косметику, и какие-то хозяйственные товары. Вот, допустим, гель для мытья посуды я для себя приобрела в Южной Корее, нашла хороший вариант, вот, и пользуюсь. В общем, мне комментарий прилетел на днях, что я как будто бы косметику на своем лице. Ну, в общем, человек еще вообще, можно сказать, не смотрел мой канал и уже как бы выводы сделал для себя, свое у него видение создалось, что я как будто бы косметику рекламирую на своем проколотом ботоксом лице. Но у меня была реакция такая, знаете, меня, наверное, 1,5 часа не отпускало, мне было очень смешно, во-первых. Во-вторых, почему-то и радостно, потому что это как-то, знаете, вот, ну, как будто бы комплимент. Хотя ничего на лице у меня нету, да, потому что я здесь, в Турции, уже нахожусь больше 2 лет. 3-й год пошел, и здесь я, ну, как бы вообще никогда не ходила никуда. В России у себя ходила чисто на татуаж, вот делала татуаж век, губы я раньше татуаж делала, вот, и в основном я всегда делаю подводку губ, и, возможно, поэтому кажется, что как будто они у меня как будто увеличены или что. В общем, было очень смешно, посмотрите, я, естественно, записала видеоролик в ответ, чтобы заснять свою реакцию эту. И вот сейчас вот вставлю это, посмотрите. Ну, а я пока домой поехала. Привет, друзья. Просто хотела запечатлеть этот момент, свое состояние. Короче, мне написали, что как будто бы я сделала ботокс недавно, короче. Сейчас ухожу за ребенком, кстати. В общем, забрала Азарику, и мне настолько приятно, что мне так написали. Это для меня какое-то новшество. Атас просто какой-то, потому что я здесь в Турции вообще по таким местам не ходила ни разу. И у меня прям такое вот сейчас чувство такое. Мне написали, что у меня, короче, обколотое лицо. Ну, блин, в каком месте может быть в веках, говорит, ой, на висках. И типа увеличена зона бровей. Боже мой, на самом деле, представляете, так написали. Нет, конечно, мне вот в России подходили девчонки, говорили, ты, говорит, скулы сделала, ты, говорит, вот это вот место сделала. По поводу бровей, конечно, еще не говорили, но часто вот говорили, так подходили. И когда я помню, вот ходила я на татуаж губ, честно, вот делала, ну, давно еще уже. И помню, когда я ходила на татуаж губ, это было, не соврать, было лет 10 назад, наверное. И мне тоже сказали, у тебя, говорит, такие губы пухлые, говорит, у тебя что, говорит, филлеры? А я даже понятия не имела, что такое филлеры. Потом только мне сказали, что филлеры – это ботокс. Вот. И у меня у мамы такие же губы. И она мне всегда говорила, я еще тогда в школе училась, вот, говорит, знаешь, говорит, вот с возрастом у нас, говорит, губы увеличиваются.
Во-первых, губы увеличиваются, во-вторых, короче, волосы гуще становятся. Это на самом деле так. И фигура не меняется, то есть ведьма, как говорится. Вот, но мне приятно, нет, на самом деле у меня морщин очень много. Вот реально невзначай прям сами же подписчики заставили меня записать видеоролик, вообще не планировала, вот за ребенком шла и прочитала комментарии, у меня такое, короче, ощущение такое, ну, не ощущение, состояние такое, мне надо срочно записать видео, потому что потом оно-то не останется, этого ощущения. Но у меня действительно есть морщины вот здесь, но я делаю упражнения на лицо. Ну и пользуюсь кремами. И еще я косметику не рекламирую, я рекламирую интернет-магазин Atomy. Вот, ну видно же то, что у меня здесь морщины, ну не знаю, как бы, ну ладно, видать, у меня лицо такое, кажется, что ботоксное. Настолько как бы удивил меня этот комментарий, еще такой он длинный. Ну, понятное дело, какой-то специалист написал. Вот честно, настолько такие эмоции. Потому что здесь, в Турции, чтобы я куда-то пошла к какому-то там косметологу, ладно, в России там могла бы сделать татуаж губ. Кстати, планирую татуаж губ сделать, если в Россию поеду. Ну, потому что я люблю подводить губы. Возможно, то, что я подвожу губы, куда-то собираюсь, и это у меня увеличивает визуально губы мои. Возможно, как бы эффект, ну, как бы ботокса какой-то есть. Ну, не знаю, прям, ну, как бы для меня это вообще удивительно просто, что сказали, что у меня есть какой-то ботокс. Просто я вот в последнее время замечаю, что у меня очень сильно морщинки появились вот здесь вот. Вот, и у меня такое строение лица, чтобы куда-то вводить эти, ну, как они там, я не знаю, филлеры, в каком месте бровей, не понимаю вообще. Может, вот это имеет в виду? Но это у нас как бы семейное. У нас, ну, такие вот глубоко посаженные глаза, и веки такие они, как сказать, пухлые. Вот, особенно если с утра я сниму себя, я там вообще пухляж просто. Боже мой, просто смешно. Ну, нет, не смешно, как бы. Это ваше видение, как я могу смеяться над этим? Ну, вам это как бы привиделось. Но мне приятно. Ну, в плане приятно. Ну, я же не опухшая, наверное. Но в плане того, что как будто бы у меня лицо, может быть, после как ботокса, но морщин нету, кажется. Но это, может быть, на камере так кажется. На самом деле морщины есть. Поэтому я покупаю. Кстати, пью сейчас кофе 3 в 1. Купила от Atomy. Коробку сейчас покажу. Заставили меня подписчики видеоролик. А я только-только монтирую прошлый видеоролик. В общем, вот такую вот коробку арабика купила я с Atomy. Я рекламирую не косметику, я рекламирую интернет-магазин. Чтобы люди приходили и с этого интернет-магазина сами себе заказывали. Потому что хорошие продукты грех не рекомендовать. Села зарядка, установила вас на держатель для телефона. В общем, вот это кофе, оно 3 в 1. Есть кофе еще и черное. Хочу после этого попробовать черное кофе. Оно немножко дороже, но там по количеству больше. Здесь 50 стиков. В общем, вот такие вот штуки. И тут типа можно регулировать сахар, даже написано. Ну, здесь тростниковый сахар. Ну, вот здесь вот типа минимум сахара, максимум. То есть вот так держишь, и типа сахар не попадает в кружку. Здесь тростниковый сахар, кофе арабика. Само кофе доставляется из Бразилии в замороженном виде. Прям очень сильная заморозка идет в замороженном виде. И потом его сразу привозят в Корею, измельчают и сразу же вот в этот стик отправляют. То есть, а еще вот здесь вот получается не сухое молоко, а казеин. Вот. И тростниковый сахар. То есть, ну вот я взяла попробовать. И я привыкла уже к кофе Якобс Кронат. Я привыкла пить. Вот.
В общем, все еще не могу отойти, просто смешно, когда вот так вот. Ко мне действительно девчонки на улице в России подходили, вот, как даже не девчонки, женщины, как сумасшедшие подходили и спрашивали, где я делала скулы, где я делала щеки. А я чем круглее становлюсь, всегда у меня муж говорит, тебе, говорит, нельзя худеть. То есть, когда я худею, у меня прям лицо так вот, как сказать, висит. А когда я немножко пополнею, вот у меня сейчас вес 50-51, вот между этим. А я всегда хожу 48. Ну, как бы мало кушаю, 48 хожу, и сразу у меня на лицо это выходит. А как только я немножко пополнею, у меня лицо сразу такое. И вот часто мне всегда вот так вот приходили и говорили, блин, ты так молодо выглядишь, короче. Вот недавно мне девчонка тоже говорит, типа, пожалуйста, эликсир молодости. Но у меня, у папы строение лица такое же, у мамы такое же, то есть мы круглые. И у нас много вот этих вот, как сказать, мышц на лице, что ли, или что. А сейчас я начала делать упражнения на лицо. Нашла в Инстаграме пару упражнений таких удобных для себя, и каждое утро я их делаю. Вот я когда их делаю, я даже вижу свои морщинки, я вижу, что лицо подтягивается, потому что мышцы лица, получается, кожа лежит на мышце лица. И когда мышца лица подтягивается, кожа сама по себе, вот она, если сморщена, она начинает подтягиваться. И если в нормальном состоянии морщин особо не видно, хотя видно уж у меня здесь, то когда начинаешь смеяться, они появляются. И это объясняется тем, что у тебя, нет вот этого вот ботокса, короче. А по поводу этого я вообще хотела позже рассказать, когда уже полгода пройдет, делаю я эти упражнения месяца 3-4, наверное, и хотела вот попозже об этом рассказать, показать даже, что за упражнения я делаю. Кстати, вот одно из упражнений это вот так вот, и когда я его делаю, у меня прям вот видно, что вот здесь вот веки становятся морщинистые прям, то есть, просто не знаю, интересно так стало. Кому интересна эта тема, пишите. Вот, кофе очень вкусное, но хочу черное попробовать, потому что я привыкла все-таки пить не 3 в одном, а вот обычное черное, сублимированное, да, оно называется. И вот хочу в следующий раз попробовать. И здесь еще в составе нет робуста, называется. Я не знаю, что это такое, но его добавляют в то есть в некачественное кофе. Робуста, что ли, называется. В общем, надо почитать в интернете еще, что такое. Но здесь типа 100% арабика идет. Здесь нет робуста. Вот. Смешно. Пришли дети, точнее, у меня сегодня дочка была в садике. Сегодня вторник. Сын был дома. Сына лечу, а вот как бы дочку решили отдать, потому что она прям вот ходит дома. Да, она покашливает, я ей даю сиропчик, но когда она ходит дома, она постоянно такая вся, скучно, хочу куда-нибудь, пошли там во двор. В общем, вот так вот, короче. Ладно, в общем, дочка пришла, вроде уже отхожу от этого состояния. Но видите, как вы все-таки на меня влияете, да? Мне это приятно. Вот честно, приятно в плане того, что внимание, я вам уделяю внимание, тут же прилетает обратная связь, какая бы она ни была бы, как я и говорила, люди склонны говорить то, чем они наполнены, поэтому как бы это их видение, и с этим не поспоришь. Самое главное, что у вас есть свое видение, как бы, да, то есть своя, как бы, жизнь, и, не навязывайте свою жизнь никому. Вот. Свое видение тоже нежелательно навязывать. Если только человек просит помощи, вот тогда можно. А так, думаю, это глупо.
Так что отключаюсь. Так, ну а зелень я покупаю вот в этой лавке. Тут у нас вечно собачка лежит. И мне нужен шпинат. Посмотрим, сколько он стоит. Мераба. Шпинат, если он, конечно, свежий. А спанак варма? Блин, шпината нету, но что-то другое. Ну хотя бы вот это. Юг. Башка. Говорит, час позже приезжай, будет зелень. Вот. Ну, я уж в следующий магазинчик заеду, там тоже бывает зелень. Есть еще один магазинчик, вот такой вот, Тазе Экспресс называется. Может быть, здесь есть. Вижу, там уже торчит зелень. И вот, да, здесь шпинат есть. Тоже, конечно, не прям свежак, но подойдет. В общем, 23 лиры. Ну, а сегодня еще планируем съездить по банкам. Хотим, короче, сделать карту. Мне уже давно нужна карта. А еще хотим сыну сделать карту. Мне тут знакомая говорила, что они сделали на ребенка карту. Типа, и типа, так можно. Не знаю, вот посмотрим. В Газипаше, вот когда мы ходили, там вообще какие-то бешеные условия были. А так детям вообще, как бы, я и не думала, что детям делают карту. Ну, в общем, сегодня все узнаем. Если, конечно, соберемся. У меня как раз старший сын дома, пока на каникулах. Наконец-то в неделе, первый день мы сегодня детей на этой неделе за все каникулы детей отдали в садик, чтобы вот так вот хотя бы была возможность походить по банкам со старшим сыном. Вот. Какие бы ни были дети, в каком бы возрасте ни были, им нужно всегда уделять время. Так, ну что, вот йогурт смешала с этой штукой, вот тебе и творог. Сейчас сюда 2 яйца добавлю, у меня такой блин, запеку получится. И с красной рыбкой. Кому интересно, переходите на мой кулинарный канал. Обычно вот так с утра готовлю что-то вкусненькое, чтобы старшего сына порадовать. Стараюсь с ним завтракать, ужинать, обедать вместе, прям пока он на каникулах, пока он дома. Вот, потому что 10 класс, 10-11, а потом собирается он езжать куда-то, поступать, уезжать. Конечно, я не хочу. Вообще, я ему говорю, сколько хочешь с нами живи. Да, но я не имею права держать ребенка. Это не наша собственность, у него своя личная жизнь. И нужно уметь отпускать, конечно же. Вот. Предлагали, конечно, и здесь ему учиться, но он не любит Турцию. Вот. И он любит Россию, он любит Татарстан, хочет в Казань, либо в Москву поступать, ехать учиться. Вот. Но посмотрим, что да как будет. Конечно же, по обстоятельствам все. Если получится поступить в институт там, то поступит. Если там не получится, здесь поступит. В любом случае будет учиться. И, друзья, направляюсь в банк. Как и говорила, хотим узнать, можно ли открыть карточку сейчас и какие условия. Пойдем туда же, где я деньги меняла. Прохожу турецкие улочки, как всегда. Все банки, в принципе, в одном месте находятся. Сейчас вам покажу. Первый банк, Зират банк С. В общем, мы вышли. Я в шоке вот над условием. Сейчас зайдем в Мигрос, расскажу. Зашли в Мигрос. Недавно я искала сгущенку. И сказали, возможно, она может быть здесь. Сейчас посмотрим. Хотя, скорее всего, здесь сгущенки нет. Я делала на днях тайские блинчики и хотела сгущенку взять. Скорее всего, сгущенка в холодильнике должна быть. Навряд ли. Сейчас спросим у продавцов.
потому что так, наверное, мы не найдем. Так, смотрите. Вот такой вот творог есть. Я с утра искала сегодня. Но Мигрос был закрыт. В Мигросе продается. Ну, я взяла такой турецкий сухой, с йогуртом смешала наподобие. Но вот это вот зерновой настоящий. 750 грамм, 171 стоит лир. Смотрите, друзья, нашла сгущенка. И была она одна. 99 лир, больше нет. Короче, последнюю. На наше счастье. У нас дети очень сильно просят. Пусть она будет у нас. Так что берем 99 лир, друзья. В общем, друзья, рассказываю. В Зиратбанке сказали, нужно 3000 евро на счет. И еще нужно обязательно работать. Здесь, конечно, есть гарантия. Гарантия. Ну, мы, наверное, попробуем вот те банки. Япикреди, потом Денис банк, Вакиф банк. Вот туда попробуем зайти. Так, вот они все эти банки находятся здесь. Вакиф банк. Сейчас узнаем, что почем. Так, в Вакиф банке узнали, сказали 20 тысяч лир депозит и обязательно, чтобы здесь кто-то работал. Теперь заходим в Денис банк, узнаем. В общем, только что были в Денис банке, сказали, что открывают, и если вы не работаете, но $5000 надо на депозит. Вот. А так, типа, если вы работаете, то там, в принципе, вроде как не имеет значения, есть ли у вас депозит на счету. Ну и последнее на сегодня, Япикреди, сейчас узнаем. Короче, вышли мы, сейчас расскажу. В Япикреди тоже сказали, нельзя, если не работаешь, никакой карты невозможно оформить. Короче, вот так вот, друзья. Раньше все можно было. Вот у меня у знакомой сыну вообще открыли карту. Тут даже вообще и не пахнет, чтобы на ребенка открывали карту, сколько бы там ему не было. В общем, обидно очень, но обижаться нельзя. Вот. Пока что мне карту никто здесь, в Турции, не откроет. Пока я официально здесь не буду работать. Так что идем домой. Может быть, я еще сейчас в Вайкики заеду. Кое-что хотела себе посмотреть. Так, ну что. Да. Ну что, поехали, друзья. Сейчас покажу вам набережную. И как здесь люди отдыхают. Сидят. Кайфуют. Проедем через железный мост, то есть каменный мост. Я приехала в Вайкики. Знаете, что надо? В общем, вечером на пробежку выхожу. И нужны брючки какие-то, либо лосинки какие-то. Вот. Это мужской отдел, поэтому сразу сейчас пойду наверх. Так что не открывают мне здесь карту. Прям обидно, досадно, да ладно. Прорвемся, как говорится. У меня глаз упал на вот такие вот всякие теплые вещи уже. И сколько, интересно, стоит такой плащик? Такой плащик 1200 лир, 1299, 1300 уж.
если округлять. И мне нужно что-то такое. Смотрите, есть еще вот такой цвет бежевый. Блин, мне так хочется. Кстати, дороже. 1799 стоит. Вот это мне понравилась курточка, смотрите. Материал такой. Ну, она такая, короче. Более спортивная. Цвет, конечно, не передает. Он такой розоватый. Цена 1200. Вот почему, интересно, цвет не передает. На камере серый, а так он розоватый. Фиолетовый даже. Либо наподобие вот этого чего-то надо. Смотрите, а нет. Синтетика. Прям на руку чувствуется. Мне такая не нравится. Вот еще зеленый цвет есть. Вот той фиолетовый, зеленый цвет. Та розоватая, то есть а здесь вот зелененький, тоже красивый цвет. Но, наверное, ничего бы я здесь не купила, кроме вот плащика. Плащик померила бы, конечно. Интересно. Хотя с плащиком не поездишь на велосипеде. Поэтому идем дальше. Так, а мне нужны лосинки. Хочу, наверное, думаю, в лосинках будет удобнее бегать. Лосинки 329, больше на колготки похожи. Черные и вот такие вот белые. Цена 350 где-то. Наверное, еще в Коттон зайду. Сейчас зайду в мужской отдел, куплю носки и трусы старшему сыну. И пойду в Коттон. Так, а вот и Коттон. Сейчас туда пойдем, посмотрим там лосинки. Люблю магазин Коттон. Всегда в этом магазине что-то для себя нахожу. Хотя вроде кто-то писал, что типа как стрёмно они все шьют. Но мне вот нравятся их всякие вот эти вот красивые всякие футболочки. Прям обожаю. Цена 849 лир. Но в Коттоне дешевле, чем в Вайкике. Ой, дороже. Точнее, дороже здесь. В Коттоне дороже, чем в Вайкике. Здесь прям был такой отдел. Вот вроде он. Спортивной одежды. Вот лосиночки. Ну, в принципе, цена такая же, 350. Цвета другие зато есть. Что-то померила я лосинки, друзья. Что-то мне похоже, пора худеть. Или просто материал такой. Скорее всего, материал такой. А мне не надо худеть. В общем, иду обратно к мотору. Вот там вот левее находится Бургер Кинг. Сейчас схожу туда. Я пока не спешу домой. Вот. Как-то так. Так, смотрите, здесь по левую сторону стадион футбольный. С этой стороны аутлет. Вот. Сейчас туда зайдем, посмотрим, что там есть. А здесь вот кафешечка прикольная. Давно хочу туда зайти. Вот здесь, по сути, D400 проходит. Вот так вот. Вот. И рядом здесь кафешечка. Джилек Одасе вот есть. Фирма Джилек. Кстати, хорошая очень мебель. Мы когда первый раз сюда в Турцию приехали 2 года назад, мы снимали квартиру, и там была как раз вот мебель Джилек детская. Блин, такая классная мебель. Короче, я зашла. Здесь вот летие есть разные фирмы, и они со скидкой, короче. Смотрите, всю летнюю одежду сюда привезли. Прям все, что я мерила в Коттоне, здесь есть. То есть, не вспомню уже, сколько она стоила. 1000 с чем-то стоила. Смотрите, цена 559. Кто помнит, я ходила в Коттоне. Ой, блин, падает все. Примеряла. Вот, уже со скидочкой можно купить. В аутлете все это есть. Смотрите, какая красивая. На лето. Ну, это уже на следующий год, конечно. 399 лир вообще. А стоило тоже что-то 1000 лир вроде бы. Есть купальники. Еще, говорит, скидка есть. Так что это я хорошо сюда приехала. Смотрите, сколько платьев всяких. Кстати,
кстати, в воскресенье меня муж пригласил на свидание, на романтический вечер. Так что я не знаю, что одену. Ну, в принципе, платья есть, но на ноги что одену, непонятно. Так, ладно, мне нужно сосредоточиться. Мне нужны лосинки. Это вроде теплые лосинки. Ничего себе, смотрите, тонкие лосинки, 399 лир. Тоненькие, в принципе. Вот эти уже потолще. Вот такие вот есть какие-то. Смотрите. Ну, это спортивные брючки. Я больше, конечно, хотела лосинки. Вот такие тоненькие брючки, 400 лир. Ага, будет тут вам рублей. Такие вот. Короче, все летнее здесь есть. О, как у меня кофточка. Сколько стоит? 399 лир. Угу. А я не помню уже, за сколько покупала. И, друзья, я уже давно дома. Уже пора спать. Ночь. Буду прощаться с вами. Как всегда, желаю всем хорошего настроения. Самое главное, вывод. В Турции карточки просто так не делают. Без депозита, либо должны работать. Вывод нашего сегодня ролика. Ну и еще один вывод. Оставайтесь всегда при своем мнении. Запомните, все, что вам говорят, не определяет вас, а определяет того, кто говорит. Всем счастья, радости и мирного неба над головой. Всем пока.